1987 году в Калифорнии произошла очень потешная попытка убийства. Не то чтобы люди, профессионально имеющие дело с преступниками, до этого не знали, что гениальные убийцы с IQ больше, чем у Эйнштейна, встречаются только в романах, но этот случай наглядно показал, какие же преступники в среднем идиоты. Некая Марго Тибо решила убить своего мужа и получить страховку. Сделать это оказалось сложнее, чем показывали в кино. Ей пришлось браться за дело аж 3 раза. Первая пара наемных убийц не смогла выйти на дело, потому что их задержали по дороге за нарушение правил дорожного движения. Второй гений зла не смог отыскать офис жертвы, долго колесил по улицам Лос-Анджелеса, окончательно потерял самообладание и вернулся домой. Третья попытка тоже сорвалась, потому что Марго отказалась купить своему киллеру билет на самолет, чтобы тот прилетел в Лос-Анджелес. Она попросила его только купить для нее яд курары и прислать ей по почте. Марго решила, что она справится сама. Во-первых, потому что она поняла, что легче все сделать самой, чем поручать каким-то придуркам. А во-вторых, за убийство ей бы пришлось заплатить $10 000, а за порцию курары просили 250 плюс пересылка. И этим кураре Марго собиралась намазать руль машины своего мужа, отчего он должен был умереть. Ее сообщник обиделся на такую подлость и сдал эту леди Макбет из Оранж-Каунти с потрохами федералам, которые хохотали всю дорогу от задержания до решения суда. Во-первых, потому что к ним нечасто приходят с чистосердечным признанием наемные убийцы, обиженные на клиента. А во-вторых, потому что вы не можете убить хоть кого-то ядом курары, намазав им руль автомобиля. Точно так же вы не можете убить человека с помощью курары, подсыпав его в мартини или седло барашка с чесноком. Потому что это не новичок и не стряхнин. Разные яды действуют по-разному. И курары, несмотря на свою темную славу, принес гораздо больше пользы человечеству, чем вреда. На самом деле без курары не было бы возможной современная хирургия и вообще медицина. Компоненты курары стали совершенно незаменимыми в анестезии, в психиатрии и лечении опасных болезней и, как ни парадоксально, отравлений. И сегодня я вам расскажу, как этот классический амазонский яд, летающая смерть, нашел дорогу в современную фармацевтику и поп-культуру. Мы не знаем, где и когда и при каких обстоятельствах люди впервые придумали намазывать ядом наконечники стрел, чтобы придать своему оружию большую губительность. Еще Геракл в легенде убивал кентавра Несса стрелами, обмокнутыми в кровь линейской гидры. Вообще само современное слово «токсин» и, соответственно, «токсичный» происходит от древнегреческого выражения «токсикон фармакон» – снадобье лучников. Фармакон – это лекарство, снадобье. Вы слышите корень «фарма». А токсикон – это лучники. То есть токсичный – это буквально относящийся к лучникам. И эту методологию обмакивать стрелы в яд использовали с глубокой древности по всему миру, не только греки. Разные цивилизации использовали для этого природные яды самого разнообразного происхождения. Наконечники стрел, дротиков, игл обмакивали в змеином яде, в кожном секрете маленьких и ужасно ядовитых лягушек-древолазов, в пасти из особых жуков, в том, что вытекало из хорошо разложившихся трупов. Но чаще всего использовались разнообразные ядовитые растения. То есть, когда европейцы в XVI веке впервые столкнулись с южноамериканскими аборигенными племенами, они не очень удивились, что те отвечали на их ружейный огонь плевками из полых трубок, выстреливавших длинными иглами, оставлявшими небольшие и неопасные на вид раны, которые, тем не менее, приводили к скорой смерти.
Ну, строго говоря, в джунглях Нового Света, населенных неизвестной европейскому иммунитету микрофлорой, почти любая рана приводила к летальному исходу. Поэтому особенно интересно неожиданное сообщение некоего Алонсо Перес де Толоса, который писал вот что. Они, индейцы, воевали духовыми ружьями, в которые вставляли крохотные стрелы, обмокнутые в яд. И те, даже если наносили только легкую рану, лишали жертву чувств на 2-3 часа, время, за которое индейцы бежали. А после этого человек выздоравливал без дальнейших повреждений. И вот это, скорее всего, одно из самых ранних европейских свидетельств использования курары. На самом деле, как в конце концов европейцы выяснят, на что им, впрочем, понадобится несколько столетий, племена, населявшие сельву в бассейне великих южноамериканских рек, почти никогда не использовали отравленные иглы, выпущенные из духового ружья в войне. По той простой причине, что изготавливать этот яд долго и трудно, и поэтому он был довольно дорог. Некоторые племена даже развивали успешный бизнес, торгуя ядом для стрел. И поэтому использовали этот яд практически исключительно для охоты. Индейцы, населяющие джунгли бассейна Оренока, охотятся на птиц и обезьян. Делать это очень трудно, потому что вся эта дичь тусуется в кронах деревьев, и это выше 30 метров над землей. Перемещаются они очень ловко и быстро. И поэтому охотники придумали мазать на легкие стрелки или дротики, которые они выпускают из духовых ружей, специальный яд, не позволяющий раненой обезьяне ускакать слишком далеко. Охотники меня поймут. Даже смертельно раненое животное может успеть уйти так, что ты его не найдешь. Поэтому на стрелы наносили парализующий агент – курары. Само слово «курары» происходит, вероятно, но не точно, от корня, обозначающего то, что убивает птиц. А может быть, оно произошло от местного названия одного из растений. Мы не знаем точно. Европейцы все еще утрясают транскрипцию этого слова. Курары, вурари, вурали, кураре, урари. Разные племена произносили немного по-разному и изготавливали этот продукт по своей методике. То есть курары – это не одна конкретная вещь или даже не конкретный рецепт. Этим словом называют целую группу ядов растительного происхождения, которые используются для охоты индейцами Центральной и Южной Америки. Долгое время европейцы классифицировали виды курары по емкостям, в которые его расфасовывали. Трубочные курары, горшочные курары и тыквенные курары. Последний хранился в сухих пустотелых тыковках, которые индейцы использовали как фляги. Но постепенно выяснилось, что, несмотря на все разнообразие вариантов и то, в чем курары хранят, имеется всего 2 вида основного токсичного ингредиента, происходящие из 2 видов ядовитых лиан. Хондродендрон войлочный, кора которого содержит алкалоид тубокурарин, а также стрихос ядоносный, содержащий токсиферин, являются основными ингредиентами курары, чтобы туда не добавляли еще для крепости змеиный яд, другие травы. Эти 2 растения содержат в себе алкалоиды, вызывающие паралич скелетных мышц. Подстреленные птички и обезьяны замертво шлепались из крон деревьев прямо в руки охотников. А пораженные европейские путешественники не понимали, почему индейцы не боятся потом есть мясо отравленных животных. Дело в том, что курары совершенно не опасен при оральном приеме. Тем более он не впитывается через кожу. Чтобы отравить кого-то курары, недостаточно намазать руль машины. Нужно обязательно ввести его прямиком в кровь. Причем доза должна быть достаточной. Поэтому индейцы не просто обмакивали дротики в яд, а прорезали в наконечниках канавки и заполняли их ядовитой пастой, чтобы яд не стерся весь на поверхность кожи и на перья при ранении.
Но вообще изготовление курары – это опасное производство, и делать это нужно с умом и аккуратно, чтобы не отравиться самому. Чтобы приготовить курары, нужно долго, много часов кипятить до загустения варево из множества ингредиентов, состав которых племена тщательно оберегали. Плюс совершать тайные магические акты, поскольку действие курары в значительной степени связывалось с магией. И поэтому к изготовлению яда женщин не допускали в принципе, как существ по определению магически нечистых. Так что сообщение Пьетро Д'Ангеры в его книге «De Orbo Novo» о Новом Свете, где он собрал рассказы путешественников в Америке о том, что курары якобы изготавливаются преступными старухами, которых запирают в хатке и заставляют варить яд и одновременно дышать его парами. И когда пары яда убивают преступниц, он считается готовым. Так вот это все полнейшая ерунда. И вообще все сведения европейцев о кураре, полученные до XVIII века, были полнейшей чушью. К примеру, знаменитый пират-поэт сэр Уолтер Райли, разыскивавший в тех краях Эльдорадо, и по возвращению написавший бестселлер «Открытие большой, богатой и красивой империи Гвианы». Он утверждал, что противоядием от курары являются чеснок, табак и сахар, что абсолютно неверно. И вообще неясно, видел ли он когда-нибудь отравление курары, или то, что он наблюдал, было столбняком или еще какой-то инфекцией. Яд курары оставался загадкой до тех пор, пока не рухнула Испанская империя, и в ее бывшие владения устремились энергичные исследователи из других стран. Одним из первых был француз Шарль-Мари де ла Кондамин, астроном, геодезист, друг Вольтера. Он 10 лет болтался по Южной Америке под предлогом измерения 1 градуса дуги меридиана на экваторе, но на деле пытаясь выяснить источник волшебного лекарства хинина, которое привозили в Европу испанские монахи. По ходу он открыл каучук, нашел залежи платины, а также привез в Европу хорошие и достаточные запасы черной ядовитой смолы для духовых ружей, концентрированной курары. После чего французские, голландские и английские медики начинают изучать курары и ставить эксперименты на несчастных кошках. И перед ними открывается ужасная сторона этого яда. К своему изумлению, они выясняют, что курары не убивает мгновенно, как это кажется на первый взгляд. Курары парализуют только те мышцы, которые управляются сознательно или полусознательно, как, к примеру, мышцы скелета. А на гладкую мускулатуру, которая работает без участия нашего сознания, он не влияет. То есть курары не останавливает сердце. Смерть наступает от постепенного паралича дыхания. При этом жертва остается все это время в сознании, но не имеет возможности пошевелиться. Не только не может позвать на помощь, но даже хоть как-то дать знать, что она еще жива. Попривыкнув к этой кошмарной идее, ученые начинают думать, что им с этим делать и как они могут использовать уникальные свойства курары на благо. Самым колоритным персонажем в истории курары был, пожалуй, англичанин Чарльз Уотертон. Его семья владела поместьями в Британской Гвиане, и первоначально он подался туда именно для того, чтобы управлять своими владениями. Но там джентльмен превратился в увлеченного биолога. Он подробно изучает местную флору и фауну, выходит живым из схваток с кайманом и удавом, а также с недружелюбными туземцами. Он также описал там духовое ружье индейцев, как его изготавливали и как изготавливали дротики к нему. Уотертон очень заинтересовался действием курары и поставил классический эксперимент, доказавший, что смерть от этого яда происходит вследствие исключительно остановки дыхания.
Он ввел курары ослице, и когда ту охватил паралич, Уотертон начал принудительную вентиляцию ее легких при помощи каминных мехов, засунутых, как я поняла, ослице в горло. То есть Уотертон посадил ослицу на искусственную вентиляцию легких, и он 2 часа за нее дышал. И через 2 часа действие яда начало ослабевать, и ослица постепенно начала дышать сама, и она выжила, полностью выздоровела, и прожила потом еще 25 лет. Это было совершенно замечательное открытие. То есть курары оказался не мгновенно смертельным, а в принципе переживаемым, если пациенту помогать дышать в тот период, пока его диафрагма парализована. Курары не убивает, а временно расслабляет мышцы. Что навело Уотертона на мысль, а нельзя ли использовать препарат из курары для лечения состояний, характеризующихся сильными спазмами мышц, к примеру, столбняка, бешенства и отравления стрихнином. Это были гениальные предположения, которые Уотертону не удастся проверить в течение его жизни. Впоследствии выяснится, что против бешенства курары бессилен, потому что оно влияет на организм совершенно по-другому. Но при отравлении стрихнином и при столбняке использовать курары как антидот действительно можно. Шотландец Джордж Харлей докажет это и продемонстрирует, что стрихнин и курары являются антагонистами и противоядиями друг другу, при том, что они происходят от родственных растений. Чтобы понять, почему это происходит, нужно было объяснить сам механизм действия алкалоидов курары в организме. Это начал делать в 1857 году великий французский физиолог Клод Бернар, продемонстрировавший, что механизм действия курары состоит во вмешательстве в проведение нервных импульсов от двигательных нервов к мышцам. Смотрите, на месте контакта нерва с другим нервом или с мышцей, или с органом имеется маленький зазор, синапс. Когда нервный импульс добирается до синапса, он стимулирует выработку особых веществ, нейромедиаторов, которые отправляются через этот зазор к получателю импульса и связываются на той стороне со специальными рецепторами. И это означает, что сигнал получен. Алкалоиды курары тоже имеют способность связываться с этими же рецепторами, причем очень эффективно. И нейромедиаторам оказывается не с чем связываться, как в популярной игре с музыкальными стульчиками. Музыка кончилась, стульчики уже все заняты. И мышцы оказываются просто не оповещены о том, что им нужно сократиться. Это, собственно, и вызывает паралич. Все, что я сейчас рассказала, узнают только в 30-х годах 20 века. И за открытие нейромедиаторов Отто Леви и Генри Дейл получат Нобелевскую премию. Но еще не понимая точно, как и почему работают алкалоиды курары, в 19 уже веке начнут его использование. С 1887 года в продаже появятся таблетки курары по 5,5 мг, цена 8 шиллингов, для использования для приготовления подкожных инъекций, которые впрыскивали при отравлениях стрихнином и конвульсиях. Но по-настоящему курары сделает карьеру в медицине только в 20 веке. В середине 1930-х годов психиатры начали активно использовать судорожную терапию для лечения тяжелых бредовых состояний и депрессий. Как в полете над гнездом кукушки, да. Мы до сих пор не знаем точно почему, но сильные судороги облегчают психиатрические симптомы у многих пациентов. Судорожное состояние вызывают по-разному, или с помощью медикаментов, или с помощью электричества. Но в любом случае, чтобы принести пользу, судороги должны быть достаточно сильными, что ведет к возможности неприятных последствий. Конвульсии могут привести к переломам, к вывихам, даже к разрывам связок. Так вот, было предложено перед процедурой
давать пациентам препараты из курары, чтобы вызвать сильное расслабление мышц и предотвратить травмы. При этом, собственно, терапевтического воздействия судорожной терапии это, как оказалось, не нарушало. И успешное применение препаратов из курары в психиатрии дало идею использовать их во время хирургических операций. Дело в том, что анестезия, хоть и отключает ваше сознание, не полностью гарантирует, что ваш организм не будет сопротивляться боли. Пациент может рефлекторно дернуться на операционном столе. У него могут быть мышечные зажимы, сильно усложнявшие работу хирургов. Чтобы совершенно отключить человека, нужно было применять очень большие дозы анестетика, которые сами уже были опасны для пациента. И хирурги начинают вводить курары во время анестезии, что позволило уменьшить дозы анестетиков и сделать всю операцию гораздо безопаснее. В настоящее время курары уже заменен на подобные ему лекарственные препараты, более безопасные. Но в 40-е годы хирурги так увлеклись, что несколько раз просто пробовали использовать курары вместо анестезии, потому что они решили, что он должен обладать анальгетическими свойствами. Пациенты ведь лежали под ножом тихонько и не возражали, когда их резали. Но некоторые врачи подозревали, что тут что-то не так. И в 1946 году Фредерик Прескотт позволил провести над собой совершенно героический эксперимент, раз и навсегда показавший нам, как курары воздействуют на организм. Этот бравый исследователь добровольно получил внутривенно 30 мг дитуберкурарина, алкалоида курары, под пристальным наблюдением его коллег-анестезиологов. Через 2 минуты он не мог открыть глаза. Потом у него отнялся язык, и его горло начала заливать слюна, но он уже не мог сглотнуть. В этот момент он обнаружил, что уже не может известить товарищей о своих проблемах. Несмотря на то, что он сознательно и с соблюдением предосторожностей пошел на этот эксперимент, ему стало очень страшно, он не мог вдохнуть, и он почувствовал, как его сердце ускорилось и начало биться лихорадочно и поверхностно, стараясь разогнать по организму кончающийся кислород. Он начал медленно и мучительно задыхаться. Его коллеги начали искусственное дыхание только в тот момент, когда он потеряет сознание. Через 6 часов он уже будет в полном порядке, если не считать некоторого стеснения в груди и совершенно кошмарного опыта. И он расскажет нам, каково это по ту сторону паралича курары. Оставаться в сознании и не мочь ни вдохнуть, ни позвать на помощь, по его словам, очень неприятный опыт. Он также категорически опроверг утверждение, что курара имеет обезболивающий эффект, потому что вдобавок ко всем его страданиям на него еще налепили полосы лейкопластыря, и товарищи периодически срывали их вместе с волосами. И да, Прескотт подтвердил, что он прекрасно это чувствовал, и он бы орал от боли, если бы не был при этом парализован. Видимо, из-за своей пугающей способности запирать жертву внутри парализованного тела, курара получил в современной культуре такую страшную и таинственную репутацию, став как бы воплощением всех экзотических беспощадных ядов. Но на деле в Европе он принес гораздо больше пользы, чем вреда. И его близкий родственник, но при этом химический антагонист, стрихнин, наделал куда больше бед. Стрихнин, напротив, заставляет всю мускулатуру постоянно и бесконтрольно напрягаться, вызывая страшные губительные судороги. Отравиться стрихнином можно, приняв его внутрь любым образом, съев, выпив, даже вдохнув. При этом стрихнин очень долгое время свободно продавался в качестве крысиного яда, а также он входил в малых дозах в популярные лекарства.
Люди регулярно травили стрихнином своих родственников и врагов и нечаянно травились сами. Отравления стрихнином многократно встречаются в классических детективных романах, начиная от загадочного происшествия в Стайлс. Это первый роман Пуаро, прославивший Агату Кристи. «Sola dosis facet venenum», писал великий Парацельс. «Лекарство – яд, но яд – лекарство. Одна лишь доза превратит лекарство в яд и яд в лекарство». Многие препараты, которые лечат нас в малых дозах, могут убить в больших. Вообще-то это касается не только лекарств. Тот же принцип работает и для многих других вещей. Для занятий, для мест, для людей. Поэтому нужно во всем знать меру. И это был рассказ о Кураре. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вам понравился этот рассказ. Я публикую новое видео каждую субботу. Если вы находитесь на западе Северной Америки, то у вас еще поздний вечер пятницы. И полночь, если вы в Квебеке, в Нью-Йорке, в Колумбии или в Перу. Есть кто-нибудь из Перу? Как там Мачу-Пикчу? Обязательно дайте знать. Всего вам доброго. До свидания.